Всем привет! Хотим вас поприветствовать в нашей кулинарной академии. Вы уже стали счастливым обладателем кухонной машины Cooking Chef XL. И вот теперь мы хотим вам рассказать, что же вы такое приобрели, что входит в ее комплект и как этим всем пользоваться. Что входит в комплект вашей кухонной машины? В первую очередь, конечно, насадки в чашу. Первая наша насадка – это венчик. Мы с вами потом подробнее расскажем, как его опускать, как регулировать по высоте. Сейчас мы делаем просто обзор. Насадка крюк для замеса тугого теста. Насадка для помешивания. У нее есть специальное гнездо, куда вставлять. Мы с вами все подробно рассмотрим. К-образная насадка. И насадка для мягких смесей. Также в комплекте у вас будет вспомогательный зажим. И не забывайте, у вас всегда в комплекте в любой кухонной машине Cooking Chef входит пароварка. И два защитных кожуха. Это сам защитный кожух, непосредственно который одевается на голову кухонной машины, и защита от брызг. Вы получили вашу кухонную машину. Первым делом, что должны сделать? Правильно, открыть кухонную машину. Обратите внимание на вот этот рычаг. Вы его толкаете от себя по направлению к чаше и поднимаете до характерного щелчка. Когда вы хотите закрыть машину, вы немножко голову поднимаете к себе, опять рычаг от себя по направлению к чаше и закрываете тоже до щелчка. Теперь мы устанавливаем венчик. Смотрите, у нас есть в голове кухонной машины два гнезда. Смотрите, мы все в основном насадки устанавливаем вот в это такое, скажем, более крупное гнездо. Мы вставляем нашу насадку и поворачиваем. Для того, чтобы ее снять, мы ее также поворачиваем и вытаскиваем. Вот эти вот, видите, вот эти пазы, вот они, должны встать вот в эти отверстия. Для того, чтобы ваш венчик работал правильно, вы должны его отрегулировать по высоте. Для этого что вы должны сделать? Смотрите, в самом венчике есть вот такая вот гайка. Также в комплекте кухонной машины есть ключ. Для чего он нужен? Для того, чтобы как раз регулировать любые ваши насадки по высоте. Мы его раскручиваем и немножко на ту высоту, которую вам надо, поднимаем. Дальше берем этот ключ и затягиваем гайку. Так. Как правильно регулировать венчик по высоте? Обратите внимание, что вы можете сюда положить либо 5-копеечную монету, хотя, скорее всего, их уже нету, или положить на дно чаши свернутый очень плотно лист А4 несколько раз, либо такой более плотный картон. И когда вы устанавливаете венчик, ваш венчик не должен придавить эту монетку. Монетка должна быть спокойно кататься по дну чаши. Если ваш венчик придавил монету, тогда вы слишком сильно опустили сам венчик, надо немножко его поднять. Если же ваш венчик крутится, но монетка лежит спокойно на дне, следовательно, венчик слишком высоко поднят. Почему важно регулировать венчик по высоте? Потому что этот венчик, он более пушистый и менее тонкие прутья. Что это нам позволяет? Нам позволяет с него вытряхивать больше ингредиентов, не оставаться. Эти ингредиенты не остаются в самом венчике. Но если вы отрегулируете очень плотно, и ваш венчик будет придавлен к дну чаши, во-первых, вы будете корябать чашу. На чаше у вас будут такие характерные полосы, вы сразу это поймете. Во-вторых, у вас происходит постоянное трение, металл об металл. Ну, во-первых, металл не очень хорошо есть, наверное, в еде. А во-вторых, у вас будет, смотрите, истончаться вот эти вот прутья. Но сломаются у вас не вот тут прутья, а так как ребро жесткости вот тут поменяется, у вас прутья начнут вылетать вот тут вот. И вы будете думать, что плохой венчик. На самом деле венчик правильно регулировать. Почему еще очень важно правильно отрегулировать венчик? Потому что у вас происходит трение не только вот тут вот, но если вы очень сильно опустили венчик, у вас происходит постоянные ударные поступательные движения в голову чаши. Вот смотрите, у вас вот тут плотно, и при замесе ему все равно приходится двигаться. И он бьет, венчик будет бить постоянно в голову чаши. Если это будет происходить, во-первых,
конструкция, естественно, будет нарушаться, будет постоянно раскручиваться вот эта часть, у вас может все выпадать, если вы так сбиваете постоянно, например, машина у вас находится в постоянной работе, и здесь может вытекать масло, поэтому очень-очень важно правильно отрегулировать венчик. А следующая насадка — это крюк. У нее очень интересная такая форма, эта форма помогает замесить вам любое тугое тесто, это может быть как дрожжевое, бездрожжевое тесто, тесто для пасты, для макарон, для чего угодно, но очень тугое плотное тесто, хачапури. Обратите внимание, что эта насадка не регулируется, потому что большой ход теста, чтобы конструкция вашей машины никогда не была нарушена, эта насадка отрегулирована по той высоте завода, которая необходима для замеса тугого теста. Чтобы при замесе, например, пасты ваша масса быстрее замешивалась, расскажу вам небольшой лайфхак. Вы сначала опускаете в чашу кухонной машины яйца, воду, а потом уже сухие все ингредиенты, такие как мука, крахмал и все, что вам дальше необходимо. Сначала жидкие, потом сухие. А теперь переходим к насадке для помешивания. В чем ее особенность? В том, что она устанавливается в другое гнездо. Для нее есть специальное гнездо, сейчас мы вам его крупным планом покажем. Обратите внимание, на самой кухонной машине даже есть специальный знак. Вот такой вот соответствует специальной насадка для помешивания, то есть вы не перепутаете, ее вставлять только вот сюда. И у нее есть только один штырек, в отличие от любой другой насадки, где их два. Здесь также вы можете насадку регулировать по высоте. Но тут конструкция состоит из двух гаек. Подкручиваете сначала верхнюю, потом нижнюю. Или также сначала нижнюю, а потом верхнюю. Также регулируйте в соответствии тому, как вам необходимо. Вставляем насадку таким же образом. Эта насадка может работать как самостоятельная. Она поможет вам приготовить суп, рагу и другие более жидкие какие-то либо вещи, но никогда не используйте ее для замеса тугого теста. Также она поможет вам темперировать шоколад. Но что очень важно, когда вы шоколад отемперировали и вы его оставили в чаше и выключили подогрев, шоколад у вас закристаллизуется. И если потом вы включите на перемешивание насадку, она просто сломается, так как шоколад уже станет цельным куском. Насадка для перемешивания может совместно работать и с другими насадками. Смотрите, вы можете вместе подключить насадку для перемешивания и насадку для мягких смесей. Например, когда вы варите заварной крем, либо при приготовлении меренги вы можете использовать вот такую комбинацию насадок. Это насадка для взбивания венчик и насадку для перемешивания. Также насадка для перемешивания отлично работает вместе с вспомогательным зажимом. Давайте покажем, как он устанавливается. Смотрите, что мы должны сделать. Мы вот эту самую длинную часть опускаем внутрь чаши, а тут мы вставляем прорези в ручки и защелкиваем до характерного щелчка. Также она снимается. Видите, вот тут есть такой выступ, мы на него давим и снимаем насадку. Чем насадка вспомогательный зажим хороша? Когда вы работаете вместе с насадкой для перемешивания и подключаете вспомогательный зажим, и, например, вы томите мясо. Вы установили мясо при 80 градусах, нарезали его мелкими кусочками и включили деликатное перемешивание. Может быть так, что мясо может вначале слегка облеплять вашу насадку, прилепляться к ней, то при работе с вспомогательным зажимом у вас вот тут такой есть острый край. При проходе рядом с ним насадка как бы будет задевать в него и счищать все такие более плотные ингредиенты, скидывать в чашу. Следующая насадка – это К-образная насадка. Она вам может замесить песочное тесто, сделать пюре и такое более рыхлое кексовое тесто. Здесь тоже есть гайка, с помощью нее насадку можно регулировать. Но обратите внимание, если на насадке венчик она регулируется достаточно просто, то здесь с завода сделано так, что она очень тяжело, хорошо вкручена. Для того, чтобы опустить эту насадку, вам понадобится грубая мужская сила и ключ, который входит у вас в комплекте. Но если вдруг вы потеряете этот ключ, ничего страшного, мы вам расскажем маленький секрет. Вам понадобится любой ключ на 12. Теперь рассмотрим нашу последнюю насадку, но от этого не менее прекрасную, насадку для мягких смесей.
Из чего она состоит? Она состоит из двух таких вот силиконовых серой части и черной, и самой насадки. Смотрите, скажем опять же вам по секрету, отличие серой от черной насадки мы как таковых не нашли. Но мы используем для себя такое деление. Для всех сладких каких-то либо вещей мы используем серую насадку, а острые, пряные, мясные мы используем черную насадку. Таким образом мы разделяем сладкое и гастрономию. Еще что очень важно, когда вы с этой насадкой поработали и хотите ее отправить мыть, кстати, все насадки моются в посудомоечной машине, обязательно снимайте вот эти вот силиконовые края, потому что здесь может жить целая жизнь. И что еще? Эта насадка также регулируется с помощью ключа на 12. Теперь давайте рассмотрим нашу пароварку. Она у вас всегда будет в комплекте с кухонной машиной Cooking Chef XL. Чем она хороша? Тем, что вы можете использовать ее в кухонной машине и приготовить себе любые вещи на пару. Также вы можете готовить два блюда одновременно. К примеру, вы тут готовите какой-нибудь суп, пюре, например, тыквенный, у вас тут варятся овощи, а сверху вы делаете какие-нибудь куриные биточки на пару. Сок, стекающий из куриных биточков, ваш тыквенный суп даст вам аромат, и вам не понадобится бульон. Но не забывайте, когда вы используете нагрев, вам обязательно необходим кожух, потому что машина, она очень умная, и ей нужно себя защищать. Так что кожух мы всегда одеваем. Что еще важно? Как машина понимает, что у вас одет кожух? Видите вот этот вот датчик, такой магнит? С помощью него машина понимает, что кожух одет на саму машину. Смотрите, осталось, что нам с вами рассмотреть, это защита от брызг. Она вам понадобится не только тогда, когда вы используете пароварку, но в любом случае, если вы варите суп или замешиваете что-то, что у вас может быть разбрызгиваться. Она просто вставляется. Хотим с вами еще кое-чем поделиться. Смотрите, конечно же, ваша кухонная машина обладает встроенной индукционной панелью, но это не значит, что чашу вы можете поставить на индукционную плиту, и с ней ничего не будет. С ней, в принципе, как такового ничего не случится, но здесь есть пластиковые элементы. Вот этот элемент. И вот такой, скажем, своего рода датчик. И при установлении чаши кухонной машины на индукционную панель, они просто расплавятся и вытекут. И когда вы начнете устанавливать чашу кухонной машины в саму кухонную машину, кухонная машина вам будет говорить о том, что установите чашу. Она не будет понимать, что чаша стоит, так как вот эти датчики будут уничтожены. А теперь давайте поближе познакомимся именно с управлением нашей кухонной машины. У вас есть такой большой экран цветной. Что тут можно делать? Смотрите, здесь у вас, что вы можете сделать? Вы можете здесь поменять на заставку, увеличить яркость, изменить язык. Все очень понятно. Единицы измерения, если вдруг у вас другие единицы измерения вам больше нравятся. Также смотрите, что у нас есть весы, вот эта кнопочка, и у вас двое весов, вы можете, у вас взвешивает вот здесь, видите, и сама чаша, в нее тоже все взвешивает. Максимально это 9 килограмм, видите, 9 килограмм максимальная. А теперь мы с вами рассмотрим, наверное, самое клевое, что есть в этой кухонной машине, это возможность подключения к приложению. Что мы делаем? Мы подходим в Wi-Fi, не забывайте, что у вас тут должен взять на телефон. У вас должно быть на телефоне установлено приложение Kenwood World. Теперь что? Мы заходим в приложение, заходим в кухню, нажимаем «Добавить прибор». Ищем наш Cooking Chef XL. Вот тут мы нажимаем Connect. Это подключение к Wi-Fi. Да. Поиск. Для установки, видите, он нам даже говорит, для установки и соединения скачайте приложение. У нас оно уже скачано. Вот. Теперь он нам что показывает? Теперь мы должны перейти в настройки сети, и мы должны найти вот эту вот сеть, которую он нам предлагает. Видите, вот она, видите? DS24108. DS24108. И возвращаемся обратно сюда, в наше приложение. Продолжить.
Первым нам предлагают присоединиться к нашей домашней сети. Наша домашняя сеть – это Kenwood Studio. Нам нужно подключить к ней пароль. Происходит установка соединения. Чтобы соединить два устройства, то есть наш телефон и нашу кухонную машину, на каждой кухонной машине будет индивидуальный пин-код. Нам вот дало 103 258. Установить соединение. Все, прибор наш уже готов, и он добавлен. Наша кухонная машина подключена к нашему мобильному телефону. Вы теперь можете прийти в любые, например, рецепты, отфильтровать ваши рецепты, к примеру, у меня тут есть любимые, или вы можете совершить поиск, например, какой-то, хотите борщ, смотрите, у нас есть борщ, вот, описание к борщу, можно оставить комментарии к этому рецепту, что-то еще приготовить по этому рецепту. Видите, что вам понадобится, какие насадки вы подключаете, а также он может отправить, смотрите, что записано здесь, нагрейте с установленной защитой от брызг 1 минуту при 125 градусах на первой скорости. Все, что тут выдано, все, что написано здесь, перешло сюда. Мы нажимаем «Подтвердить», все происходит. А еще одна великолепная особенность нашего приложения Kenwood World. Вы можете добавлять собственный рецепт. Это практически социальная сеть. Вы не только лайкаете, комментируете, но еще вы можете добавлять собственные рецепты. Открываете приложение, и прямо на главной странице есть «Отправить свой рецепт». Вы можете нажать кнопочку «Отправить», и вас перебрасывает на специальную форму, где вы все внимательно читаете и заполняете, кто вы, ваша электронная почта, ваше название рецепта, для какого прибора предназначен ваш рецепт, описание рецепта, фотографии, все это вы заполняете и отправляете. И после того, как ваш рецепт пройдет верификацию, он будет добавлен в приложение. Смотрите, мы вам рассказали о таких самых новинках, показали наши насадки, которые входят в кухонную машину. Кухонная машина Cooking Chef XL греет так же, как и прошлое, от 20 градусов до 180. К ней также можно подключить более 20 насадок. Это все наши кухонные комбайны, раскатки, нарезки для паст. К кухонной машине Cooking Chef XL также подойдут все насадки, которые были у вас, если у вас были какие-то предыдущие машины, Sense, Cooking Chef просто без XL. Они прекрасно подойдут и к этой кухонной машине. Они взаимозаменяемые.